Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить о том, как переехать в Великобританию. И первое, с чего я бы начала, это с вопроса «Зачем я хочу переехать в Великобританию?». В зависимости от ответа пути переезда могут отличаться, и выбрав неверный путь, вы можете потерять и время, и деньги. Например, если вы не хотите переезжать сюда навсегда, то ваш путь может лежать через визу, которая не предполагает получение постоянного резидентства. Если же вы приняли решение связать свою судьбу с Великобританией, то, как и в стране, в которой вы находитесь сейчас, нужно понимать, что вас делает счастливым в долгосрочной перспективе. Как мы знаем, все временное и есть самое постоянное. И вы можете оказаться в ситуации, когда вы ограничены типом визы на какую-либо деятельность, и это может вас сильно расстроить в будущем. Если есть желание переехать прямо здесь и сейчас, и не как турист, то здесь немного сложнее, только если вас не устроит курс по изучению языка, например, длительный от 6 до 11 месяцев. Примеры виз включают в себя студенческую, но на это вам нужны будут либо деньги, либо получить грант. Для многих это довольно нереалистично, но для тех, кто имеет такую возможность, это прекрасная возможность здесь закрепиться, начать интегрироваться. Связи, найденные в период учебы, довольно долгосрочные. Кроме того, существует виза выпускника, позволяющая остаться на определенное время в Великобритании после окончания учебного курса в учебном заведении Великобритании, являющемся лицензированным спонсором. По поводу рабочих виз, в этом году изменение коснулось рабочей визы General Tier 2 виза. Она была заменена визой квалифицированного рабочего. Среди прочих условий для подачи на этот тип виз у вас должно быть предложение о работе от лицензированного работодателя. И ссылку на список лицензированных работодателей я оставлю под этим видео. В числе отличий от Tier 2 понижение требования к уровню зарплаты и расширение ряда критериев. Далее, например, виза для перевода внутри компании. И если вы сейчас работаете в компании с офисом в Великобритании, для вас это может быть самым эффективным способом переехать. Негативная сторона заключается в том, что этот тип визы не дает вам права на возможность зачтения учета времени нахождения на территории Великобритании для получения резидентства в будущем. Поэтому, если вы хотите переехать в UK внутри компании, имеет смысл найти вакансию для визы квалифицированного рабочего, а не для перевода по визе Intercompany Transfer. Процесс будет более-менее одинаковый, но время нахождения по этой визе квалифицированного рабочего с учетом соблюдения остальных квалифицирующих требований может быть зачтен для получения резидентства через определенный срок. И этот момент очень важен, так как вы можете потерять время на этой визе Intercompany Transfer, поэтому я дополнительно обращаю на это внимание. Виза Global Talent – это еще одна прекрасная возможность сюда переехать. Для очень-очень многих, так как требования на самом деле довольно доступные. Особенно для опытных специалистов, включая IT, такие как Fintech, Gaming, Cyber, AI. Вам будет нужно предоставить доказательства того, как вы себя проявили в вашей профессиональной области. Например, разработав какой-то инновационный продукт или проведя ресерч, открыв компанию, которая производит нечто интересное. И полный список этих требований можно, конечно же, найти на соответствующем разделе сайта gov.uk. Эта виза доступна для специалистов из широких областей, из широкого списка областей, куда входит архитектура, литература, музыка. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным списком и с критериями. И даже если эта виза не будет вам доступна прямо сейчас, прямо сегодня, то буквально поработав какое-то время, вы, я уверена, сможете быть квалифицированным для получения этой визы. Существуют и другие долгосрочные типы виз, такие как виза инвестора или виза стартапера. И если у вас есть деньги на инвестмент или открытие стартапа, то у вас на текущий момент наверняка уже не осталось вопросов по переезду. Ну и, конечно же, если у вас имеется такая возможность, вы можете приехать по семейной визе, как жена или муж, или в качестве домашнего персонала тоже есть такая возможность водителем или поваром. Я сейчас не буду рассматривать краткосрочные визы, так как они не дают право долгосрочного проживания на территории Великобритании, и, безусловно, озвученная мной виза не является исчерпывающим листом, и полный можете найти на сайте gov.uk. Но если вас все еще останавливает вопрос, а кто меня здесь ждет, кому я здесь нужен,
то на самом деле ответ на него довольно простой. Если вы не собираетесь приносить здесь пользу, если вы хотите ставить палки в колеса, если вы хотите досаждать окружающим и сидеть на бенефитах, то вас нигде не ждут, скорее всего, нигде. Но если вы обычный человек, который хочет приносить пользу себе и обществу, и обеспечивать себя, то вам будут рады везде, ну или хотя бы не будут против того, что вы живете рядом с ними. Если вы хотите развивать свою карьеру, то можно подумать о том, насколько реалистично ваш английский язык позволит вам это сделать. Возможно, стоит уделить какое-то время улучшению вашего уровня английского языка. Также, прежде чем принимать судьбоносное решение, стоит подумать о том, насколько вам подходит британская культура, ее ценности, насколько вы готовы уважать чужое мнение, другую ориентацию, другой стиль мышления, другой вариант дружбы, создания связей и так далее. Великобритания – это страна с конституционной монархией и демократическими взглядами. От проживающих здесь людей ожидают разделения таких взглядов и уважения других мнений. Здесь довольно отличающийся от постсоветских стран климат, насколько комфортно вам будет без четко разделенных времен года и без снега. Нравится ли вам здесь еда, то, как преподают в местных школах, хватит ли вам предполагаемого заработка на комфортный уровень жизни, тот, который вы бы хотели. Ну и если все вышеперечисленное вас не останавливает, то, пожалуйста, дерзайте и подавайтесь на визы, которые вам больше всего подойдут. Их сейчас до сих пор выдают, поэтому удачи вам. Ну и напоследок дисклеймер. Это информация, которую я озвучила, не является юридической рекомендацией к действию. Поэтому, если вам необходима юридическая помощь, пожалуйста, обратитесь за консультацией к иммиграционным консультантам. Я оставлю ссылку на список некоторых иммиграционных консультантов, русскоговорящих в Великобритании. Вы можете посмотреть на список, проверить их квалификацию и выбрать подходящего вам иммиграционного консультанта. В любом случае, удачи вам с вашими планами переезда. До встречи в следующем видео.